Обо всем, что происходит вокруг Запорожской АЭС, мы поговорим с Дмитрием Горчаковым, экспертом атомного проекта «Беллона». Он сейчас подключается к нам, есть ли он у нас. Дмитрий, добрый день. Да, добрый день. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот, наверное, слышали вы новости о том, что Владимир Путин подписал бумаги о фактическом захвате Запорожской АЭС. Вообще это что-то меняет или подписать можно вообще какую угодно бумажку, как мы видели, например, с аннексией украинских территорий? Ну, с одной стороны, для мира действительно мало что изменится. Никто этого не признает, ни перехода АЭС под управление России в собственность России, так же, как и референдумы не признают. Для Украины, я думаю, тоже по большому счету ничего не поменяется, потому что она не признает, хотя ее роль здесь гораздо больше. Для них важно, как там ее люди будут работать, какой будет статус на переговорах с МАГАТЭ и так далее. Больше всего, на мой взгляд, как раз все меняется для России, потому что здесь несколько принципиальных моментов. Потому что впервые Россия официально и Росатом официально признают, что они теперь берут под контроль эту станцию. Все 7 месяцев оккупации это отрицалось, и все на всех международных площадках признавали, что станция принадлежит Украине, это украинская станция, там работает ее персонал и так далее. И везде глава Росатома это утверждал. Сейчас ситуация меняется, их дочерняя, там, стопроцентная дочка Росэнергоатома, которая входит в Росатом. В общем, Росатом целиком и полностью берет на себя ответственность за эту станцию. И это меняет для него ситуацию, потому что до этого никаких санкций на Росатом не было, а сейчас они вполне возможно появятся. Я думаю, это ускорит процесс обсуждения этих санкций на Росатом. Ну и самое интересное, что даже по российскому законодательству все это сделано довольно абсурдно. Потому что, ну, нельзя просто росчерком пера там передать атомную станцию в собственность какого-то юридического лица. Причем это юрлицо, там, эксплуатирующая организация, оно создано там 3 дня назад, зарегистрировано, с директором, бывшим главным инженером Балаковской станции. Но это юрлицо, там никаких лицензий нет. Даже если вы какую-то пекарню открываете, вам надо разрешение Санэпиднадзора и так далее. А для атомной станции нужны сотни разных лицензий. Их нет, и, естественно, ну, не может быть у такой организации, но в этом указе Путин подписывает, что он дает этой организации 5 лет на то, чтобы привести все это в соответствие как раз вот с российским законодательством. Я думаю, что освободят эту станцию гораздо быстрее, но вот на этот период 5 лет, уникальное тоже в мировой истории решение, продлеваются все украинские лицензии, которые у этой станции есть, а их на самом деле сотни. Это и на эксплуатацию блоков, и на персонал. Там несколько тысяч человек работает, украинский персонал, и гораздо меньше, чем должно быть. Примерно половина от того, что нужно, может даже меньше. Но у нескольких сотен людей, это те, кто непосредственно работает на энергоблоках, у них есть персональные допуски, персональные лицензии, аттестации на работу на блоках. Туда нельзя просто так пустить специалиста, даже если ты там физик, ядерщик с образованием. Будут ли эти люди работать на Россию? Большой вопрос. Для них вот сейчас много что меняется, потому что сейчас их, я думаю, гораздо более сильно будут склонять к тому, чтобы перейти и там место работы поменять официально, может быть, гражданство и так далее. Они сейчас под гораздо большим риском. Ну, там есть еще лицензии и не только на работу, на персонал, но и на ядерные материалы, на обращение с ними. Их много на станции. Это крупнейшая станция Европы атомная. Но там есть ядерные материалы и топливо, в том числе и американское, Вестингауза. И это уже вопрос к американцам, как они на это отреагируют. Это тоже связано в том числе и с санкциями. Так что вопросов много, но это все квазиюридические вопросы на самом деле. Важнее то, как эта станция будет функционировать, что с ней будет реально физически. Сейчас, к счастью, все 6 энергоблоков остановлены, они в холодном остановлении работают. Это гораздо безопаснее с точки зрения там, потенциальной аварии, ее возникновения, ее последствий и так далее. И надо следить за тем, чтобы так это и оставалось. Главное, чтобы Россия сейчас не попыталась каким-то образом запустить блоки, ну, исходя из каких-то своих соображений. Или чтобы, например, Украина тоже этому как-то не способствовала, потому что пару дней назад глава Энергоатома Котин заговорил о том, что, возможно, они сейчас рассматривают вопрос, чтобы 2 блока запустить. Там для отопления, для безопасности могут быть разные обоснования, но это совершенно как бы неприемлемо в текущей ситуации со спорным юридическим статусом, с непонятной, с нехваткой персонала, с рисками обстрелов, которые вообще-то никуда не пришли. Обстрелы сократились, но они все равно возможны. Поэтому главное следить вот за физическим состоянием АЭС. Боюсь, что сейчас она просто будет
могут быть повышены ставки в переговорах России, если запустить эти объекты. Конечно, это будет объект более энергоблоки, АЭС будет в рабочем состоянии более опасно. Может быть, опять же, политические решения превысят соображения ядерной безопасности, и вот именно за этим надо в большей степени следить. Вот эта недавняя история с фактическим похищением директора Запорожской атомной электростанции и то, что там МАГАТЭ к этому подключалась, и его потом все-таки вернули как-то, вроде как с ним сейчас все в порядке, но в целом в контексте всего происходящего как-то новыми красками играет эта история с похищением? Я думаю, что это, несомненно, связанные вещи, потому что, конечно, директора наверняка его склоняли к работе на Россию. Росатом, как я говорил, они старались всеми руками и ногами упирали, чтобы никаким образом официально не участвовать в работе станции и так далее. Они были просто советниками. И сейчас, на самом деле, они тоже хотят, чтобы просто этот же персонал там и работал. С одной стороны, потому что своих людей не хватит. У России там 10 атомных станций, но на такую крупнейшую АЭС просто не набрать ни персонала, ни менеджеров, ни так далее. Если вы их уберете, это будет вопрос уже о безопасности работы атомных станций в самой России. Но им важнее, чтобы просто эти же люди там работали и своими руками, там, директор или замдиректора, сейчас, скорее всего, те, кто остались, их тоже будут как-то уговаривать там плюшками или кнутом или пряником работать на Россию, чтобы они персонал уговаривали работать на Россию. Но здесь опять же вопрос о том, почему, допустим, директора, если его уговорили, почему его вернули на украинскую территорию. Если его обвиняют там в работе с СБУ, почему тогда его не судили, допустим, а вернули? А можно ли также остальной персонал вернуть на подконтрольную Украине территорию? И другой вопрос, что на самом деле директора после этого сняли с должности в Украине. Энергоатом своим решением, глава Энергоатома сейчас сам исполняет обязанности директора станции Петр Котел. И то есть, я подозреваю, что там в Украине, в общем, свои какие-то параллельные процессы идут внутри атомной отрасли, может быть, нам не очень понятные, но главное, чтобы они тоже как-то не влияли на вопросы ядерной безопасности в военной ситуации. В этом смысле МАГАТЭ может повлиять на вопрос контролирования станции? МАГАТЭ, на самом деле, мы все переоцениваем немножко возможности МАГАТЭ. Это не та организация, у которой есть мандаты на все действия на ядерных объектах. Они занимаются вопросами ядерной безопасности. И в этой части они, на самом деле, много сделают. То есть их миссия продолжается, и они, там люди присутствуют, их два, и они до сих пор влияют. Я надеюсь, что в этой ситуации, пока МАГАТЭ никак не комментировала, по крайней мере, они говорили, что похищение – это плохо, но вот переход АЭС в собственность России они пока не комментировали. Я надеюсь, что они однозначно это оценят, осудят это. Это уже будет как бы важно. Эти слова тоже важны в атомном сообществе. Я думаю, как я сказал, что мировое сообщество не признает. Я думаю, МАГАТЭ тоже не признает эту станцию российской. Сейчас важна позиция МАГАТЭ на переговорах по организации вот этой зоны демилитаризации, о которой вот говорят уже несколько недель. Сейчас глава МАГАТЭ прямо вот сегодня он находится в Киеве, ведет переговоры, в ближайшие дни он поедет в Москву. И здесь важно, чтобы уже вот в этих переговорах, то есть важна их позиция, которую глава МАГАТЭ озвучит публично, но важно и как он будет себя вести на этих переговорах. Важно, чтобы он все-таки не поддался на давление Москвы, которое наверняка сейчас будет пытаться зафиксировать вот этот статус, что давайте типа какую-то зону мы обеспечим, но под российским контролем. Вот важно, чтобы это как-то этому можно было противостоять. Но здесь, опять же, надо в первую очередь смотреть на то, чтобы все-таки объект был в ядерно безопасном состоянии. А юридические вопросы, они будут решаться не в переговорах, не из-за позиции МАГАТЭ, а скорее всего, они в большей степени на них будут влиять уже действия украинских военных, которые организуют демилитаризованные зоны быстрее, чем дипломаты и чиновники МАГАТЭ. Спасибо большое. Это Дмитрий Горчаков, эксперт атомного проекта «Беллона», помогал нам разбираться, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС. Спасибо большое. Когда Дмитрий говорил об оформлении, о лицензиях и так далее, о том, что там 5 лет дали на все это, и все это против правил, сразу вспомнилась история с Байкал Финанс Групп. Да, вот, да. Ничего, это люди известные, так что все нормально, все будет хорошо.